В жизни Кейси Фишер, как и у любого другого человека, были свои взлеты и падения. Родившаяся и выросшая в Коннектикуте, она с юных лет усвоила, что жизнь может быть сложной, и иногда приходится бороться за то, чего ты хочешь. Как мать-одиночка, Кейси столкнулась с уникальным набором проблем, но она была полна решимости обеспечить хорошую жизнь своим двум дочерям. Ее дни были заполнены материнскими обязанностями, студенческой работой и стремлением к осуществлению своей мечты. Хотя жизнь была далеко не легкой, две ее дочери были постоянным источником вдохновения, и Кейси верила, что ее большой прорыв не за горами. Она была красивой и жизнерадостной женщиной, и она чувствовала, что успех был в пределах ее досягаемости. В один обычный день, когда Кейси была занята жонглированием требованиями своей жизни, ее путь пересекся с незнакомцем, который изменит все. В нем было что-то такое, что пленило ее, хотя она и не могла точно определить, что именно. Эта встреча подготовила почву для цепочки событий, которые вызвали бы как слезы, так и благодарность. Поскольку Кейси была поглощена своей жизнью, она случайно обратила внимание на мужчину по имени Крис. Он казался бездомным, одетым в изодранную одежду, и она наблюдала, как он пытается собрать несколько пенни. Его поведение заинтриговало ее, и она решила последовать за ним в ближайший Данкин Донатс. Несмотря на шумную атмосферу кофейни, Кейси не могла не заметить ауру уязвимости и мягкости Криса. Она наблюдала, как он собирает мелочь ровно настолько, чтобы купить кофе и сэндвич. Доброта в сердце Кейси побудила ее сделать жест сострадания. Она предложила угостить его едой, простой акт гуманности, который вскоре стал катализатором глубокой связи. Посреди этого спонтанного проявления доброты Кейси пригласила Криса присоединиться к ней, и он принял приглашение с изяществом и смирением. Их беседа отличалась неожиданной глубиной. Несмотря на трудности, с которыми он столкнулся, Крис говорил с достоинством и мудростью, принимая свою ситуацию и стараясь сохранять позитивный настрой. По мере того, как развивался их разговор, Кейси была очарована историей Криса. Он столкнулся с личными трудностями, включая зависимость, но продолжал бороться за лучшую жизнь. Несмотря на то, что Крис испытывал недоброжелательность и осуждение из-за своей бездомности, он сохранял непоколебимый дух. Час пролетел в мгновение ока, пока Кейси и Крис делились своими историями, опытом и мечтами. Это был разговор по душам, который оставил неизгладимый след в душе Кейси. Когда они готовились расстаться, Крис попросил ручку. Кейси с любопытством наблюдала, как он тщательно пишет записку. Прошло много времени с тех пор, как Крис в последний раз держал в руках ручку, и его руки дрожали, когда он писал свое сообщение. Крис передал записку Кейси, и когда она прочитала ее содержание, ее глаза наполнились слезами. Простота его слов таила в себе глубокий смысл. Записка гласила: «Я хотел покончить с собой сегодня из-за тебя. Теперь я этого не делаю. Спасибо тебе, прекрасный человек». Кейси была глубоко тронута запиской Криса, и благодарность, которую она испытывала, была ошеломляющей. Она поняла, что необъяснимая связь, которую она чувствовала с ним, имела определенную цель. Послание Криса напомнило ей о силе доброты, сострадания и о том глубоком влиянии, которое один человек может оказать на жизнь другого. Встреча с Крисом изменила жизнь Кейси во многих отношениях. Его записка, свидетельство ее доброты, глубоко тронула ее сердце. Эта встреча стала тревожным звонком, напомнившим ей, что ее собственные проблемы, хотя и значительные, не были непреодолимыми. Вдохновленная этой новообретенной перспективой, Кейси позже поделилась историей своей встречи с Крисом в социальных сетях. Проникновенное послание быстро распространилось по сети, тронув сердца людей по всему миру.
Влияние этого простого акта доброты нашло отклик далеко за пределами кофейни, где пересеклись их пути. Шло время, и жизнь Кейси начала меняться. Ее непоколебимая настойчивость и упорный труд принесли свои плоды. Она успешно закончила учебу, получила лицензию риэлтора и начала успешную карьеру. Ее путешествие не было свободным от препятствий, но Кейси поняла, что трудности можно преодолеть с новой решимостью. Дочери Кейси выросли, и она успешно справилась со сложностями материнства. Встреча с Крисом навсегда запечатлелась в ее памяти как мощное напоминание о глубоком влиянии доброты и человеческих взаимоотношений. Их история продолжает вдохновлять и служить свидетельством преобразующей силы сострадания. Кейси и Крис — яркий пример того, как одно мгновение доброты может изменить ход жизни, служа маяком надежды для тех, кто сам справляется со своими темными днями.